Привет, друзья, с вами Лада, и я к вам с очередными покупочками с AliExpress. Продолжаю знакомить вас с теми товарами, которые нам могут быть полезны в нашем творчестве. Покупок у меня в этот раз две, одна удачная, другая не очень. Эти две покупки относятся к плетению из газеты. Начну я, пожалуй, с удачной. Немного предисловия. Тот, кто смотрит мои видео и прямые эфиры регулярно, наверняка знает, какими инструментами я пользуюсь при нарезке бумаги для кручения трубочек. Я пользуюсь канцелярским ножом, линейкой и ковриком для резки. Такой способ мне очень нравится, но он не компактный, то есть приходится использовать аж 3 инструмента, их доставать, потом убирать, и все это не очень удобно. И я решила, во-первых, долго раздумывала на тему того, а не купить ли мне такую вещицу, которая будет объединять вот этих 3 инструмента вместе. Думала, и в итоге я на AliExpress решила такую вещь купить. И вы наверняка уже догадались, что это за вещица. Да, это вот такой вот резак для бумаги. Он был запакован, конечно, очень хорошо, в несколько слоев пупырчатой пленки. Это я вот перед видео его открывала, смотрела, что да как. Мне же нужно с ним чуть ближе познакомиться перед тем, как вам об этом рассказывать. Вот в такой упаковке он был, она немного смятая получилась. Я так понимаю, что Почта России все-таки у нас делает свое дело. Ну и давайте же его достанем и посмотрим на него поближе. Кстати, с обратной стороны упаковки все написано на английском, что в принципе очень удобно, не нужно ломать голову над китайскими иероглифами, и можно все это дело перевести и посмотреть, что для чего в этом инструменте предназначено. Перед тем, как мы будем рассматривать этот резак поближе, скажу, что продавец оказался добросовестный, довольно быстро отправил товар, и посылка пришла ко мне буквально за 9 дней, что, конечно, является рекордом, никогда такого не было. Добросовестность продавца мне помогло определить одно приложение, с которым я недавно познакомилась и теперь постоянно пользуюсь. Приложение называется AliRadar. Оно помогает определить надежность продавцов на AliExpress, их рейтинг, процент недовольных покупателей, также особенности работы продавца, например, быстро ли он отправляет товар и сколько он уже времени работает на площадке AliExpress. Также можно наблюдать динамику цен, найти похожие товары и обзоры на них. Например, резак для бумаги я так и выбирала. Рейтинг продавца хороший, всего 2% недовольных, быстро отправляет товар и уже 4 года на площадке. Кстати, здесь можно следить за ценой, нажав сюда, и вам придут уведомления, если цена изменится. Также можно с самого приложения AliExpress проверять товары. Нужно всего лишь выбрать товар и нажать на значок AliRadar, и вас перекинет в приложение, где вы сможете подробнее узнать о товаре и продавце. Приложение работает как в Android, так и в системе iOS, на телефоне, планшете или компьютере. Ссылка на приложение в описании. Ну а теперь давайте посмотрим на резак и его функции поближе. Он представляет собой вот такое пластмассовое полотно, на первый взгляд довольно-таки прочная пластмасса кажется, на которую мы кладем лист бумаги и затем разрезаем. А здесь у нас линейка, кстати, очень удобно, не надо дополнительно брать линейку, с ней возиться, все в одном месте есть. На линейке находится вот такой вот бегунок, с обратной стороны которого находится лезвие. Я видела, что такие бегунки продаются еще отдельно, потому как понимаю, что лезвие будет тупиться, со временем можно его заменять, так что на AliExpress можно найти замену. Здесь вот такое отверстие, в которое проходит это лезвие и режет бумагу. Далее сбоку расположена следующая конструкция. Она вынимается достаточно тяжело. Нужно приложить усилия, но тем не менее. Она помогает разместить лист аккуратненько. Также рассчитан на формат А4. Вообще этот резак рассчитан на формат А5, А4. Но в принципе для моих листов А3 это тоже конструкция подходит. Что мне очень-очень нравится, это то, что на этой платформе есть разметка. Это очень удобно, не нужно брать дополнительную линейку, отмерять, потом прикладывать канцелярский нож, затем линейку и все это обрезать. 3 в одном, идеально просто. И здесь разметка не только в сантиметрах указана, но и в миллиметрах. Как я уже сказала, этот резак для форматов А5, А4, но он идеально подходит и для моего формата А3. Вот, например, у меня такой большой лист. Мы можем его вставить вот сюда вот. И с этой стороны, например, я спокойно его могу обрезать. Здесь есть упор для того, чтобы лист на что-то опирался и прорезание было ровным.
Можно отмерять, сколько необходимо, и обрезать, сколько необходимо. Режется все прекрасно, одним движением, но тут еще потому, что это один лист, мы немножко чуть-чуть попозже потестируем, сможет ли он разрезать 10 листов сразу, но тем не менее режет аккуратненько, срез ровный достаточно. Кстати, бумагу для скрапбукинга более потолще он тоже режет без проблем. Так что даже если он мне не пригодится для плетения из газет, то какие-то элементы скрапбукинга или элементы в создании блокнотов он будет делать без труда и, конечно, помогать мне в этом. Здесь у меня 10 листов бумаги, давайте посмотрим, как он с ними справится, потому как по одному листу резать не очень удобно, очень долго получается. И я режу сразу 10 листов, 10 или 20 беру. Итак, здесь я уже сделала отметочку, до какого места мне нужно установить бумагу. У меня получается 8,5 сантиметров полоска. Именно такие полоски я режу для кручения трубочек. Так, опускаю. Ну и давайте посмотрим, справится ли. Ну, скажу, что идет с небольшим трудом, но тем не менее идет. Мы сейчас посмотрим именно на срез, какой он получается. Не скажу, что усилие очень сильное, но тем не менее такое, все-таки его нужно сделать. Но чуть-чуть замахрился срез, но это не страшно, потому как этот срез у меня пойдет внутри трубочки. Поэтому, в принципе, меня этот результат устраивает. Эта планка сбоку помогает зафиксировать лист в прямое положение, не дает ему смещения, и здесь срез получается идеально ровным. Ну и также эта планка убирается очень легко, точно так же, как и вынимается, даже еще легче. С обратной стороны резак выглядит следующим образом. Здесь вот такие резиновые наконечники, они не дают резаку смещаться на столе, когда вы режете бумагу. Это очень-очень важно, потому как все-таки вы делаете какой-либо напор, и за счет этих наконечников у вас резак не вылетит из рук. Мой вывод по этому резаку следующий. Он мне очень понравился. Он, в принципе, выполняет все свои функции, и я, несомненно, буду его использовать и при плетении из газет, и при скрапбукинге, при изготовлении блокнотиков. Конечно, вот это лезвие с обратной стороны, оно будет тупиться, с этим ничего не поделаешь, оно тупится и у канцелярских ножей, но на AliExpress есть вот эти вот детальки, их можно докупить, так что по этому поводу я совсем не переживаю. Ну а теперь менее удачная покупка, это вот такие бокорезы. Покупала я их специально для обрезания трубочек при наращивании вместо моих маникюрных ножниц. Бокорезы эти очень удобны, но, к сожалению, для этих целей они не подошли. Они очень туго обрезают трубочку, нужно приложить слишком большое усилие руки, хотя они очень легко обрезают леску, не толстую проволоку, так что для этих целей их можно использовать. Как мне потом уже подсказали чуть позже, бокорезы я должна была купить немного другого вида, то есть лезвия у них чуть более тонкие должны быть. Но, конечно, я не жалею с покупкой, они мне пригодятся и для других целей, например, обрезать леску, проволоку. Кстати, в приложении AliRadar можно посмотреть и похожие товары, и как раз там можно увидеть лезвия, которые подходят для обрезания трубочек, так что в следующий раз я именно их и закажу. На этом все, вот такие покупочки получились. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, и может быть вы что-то новое полезное для себя узнали, чему я буду только рада. Обязательно заглядывайте в описание, там я оставляю нужные ссылки. Пользуйтесь приложением AliRadar, и покупки на AliExpress будут вам в радость. Желаю вам удачных покупок, вдохновения, и мы с вами увидимся очень скоро в новых трансляциях и видео. Пока-пока!